Здравствуйте, дорогие любители компьютерных хитростей. Добро пожаловать, меня зовут Иван. Сегодня я хочу с вами поговорить о клавише Tab. Это такая кнопка на клавиатуре, которая крайним образом позволяет ускорить вашу работу за компьютером и тем самым повысить продуктивность. Если вы о ней не знали или знали не все, то вам данное видео будет очень полезным. Итак, давайте рассмотрим, как эта кнопка, как эта клавиша работает в разных программах и почему она так хороша. Начнем с браузера. Вот, например, у нас есть такая форма логина куда-либо. Вы много раз видели такую форму и вводите свой email, пароль и телефонный номер или еще что-то. Обычно мы как делаем? Тыкаем мышкой, что-то вводим вот здесь, да? Потом снова тыкаем мышкой, вводим пароль, потом тыкаем мышкой, вводим телефон и так далее. Но есть ведь и другой способ. Если мы поставили курсор в первое поле, то здесь можем написать что-то, например, user.mail.com, вот я другой адрес хочу написать, mail.ru, да? А после этого нажать кнопку Tab, табуляция, чтобы перескочить в следующее поле. И в следующее поле, чтобы перескочить вперед, мы снова нажмем кнопку Tab, табуляция. Таким образом, с помощью кнопки Tab можно переходить по полям. Также это работает в каких-либо формах. Вот мы, например, я специально открыл такую форму для какой-то там визы биометрической. Чтобы заполнять ее, мы здесь тоже что-то будем печатать. И чтобы зря не тыкать мышкой, будем нажимать табуляцию, перескакивая в следующее поле. Цифры. Вот заполнили поле, дальше табуляцию нажимаем, какой-то client ID, дальше табуляцию, заполняем имя, фамилия и так далее. Проставляем галочки. То есть вы видите, что чтобы переходить между полями, сжать табуляцию гораздо удобнее, чем тыкать мышкой и отвлекать свою руку на мышку. Посмотрим, как это работает в программах, известных нам всем. Например, Word. Вот есть Word. Я специально здесь включил такие вот маркеры, чтобы было видно, где текст находится. Да, вы знаете, вот здесь можно включить. Если мы набираем какой-то текст, мы знаем, что он набирается. Но чтобы сделать отступ, это как в печатной машинке. Нужно нажать табуляцию и набирать дальше. Нажать табуляцию и набирать дальше. И тогда можно таким образом сделать как бы псевдотаблицу. Из вот этих табуляций получится у вас очень ровное форматирование этого текста. Вот видите? Несколько раз нажимаете табуляцию, и текст четко оказывается там, в тех границах, которые вы хотите. Получается такая вроде как бы почти таблица. И в то же время вот есть таблица. Если мы в таблице что-то набираем, то чтобы не тыкать мышкой, переходя в следующую ячейку, лучше нажать табуляцию. Табуляция, перескочили в следующую ячейку, табуляция в следующую. А когда закончилась строчка, если мы нажмем табуляцию, то перескочим в следующую ячейку. Вот давайте я выключу эту разметку, чтобы было виднее. Видите, курсор оказался в строчке ниже. Продолжаем заполнять. Вот одну проскочили. А что же произойдет дальше, если мы дошли до конца строки? Мы нажмем табуляцию, и создастся новая строка. Видите? Получилась новая строка, я продолжаю нажимать табуляцию. И дальше, если даже я ничего не заполняю, я буду нажимать табуляцию. Таким образом я могу увеличить количество строк в таблице, просто тыкая Tab. По-моему, очень удобно. Согласны? Если согласны, поставьте лайк, подписывайтесь. Посмотрим, какая ситуация в Excel у нас. Вот у нас есть Excel-чик, я увеличил специально масштаб. Здесь табуляция нужна для перехода между ячейками вперед. Таб вперед, таб вперед, таб вперед, таб вперед. И если вы что-то печатали, какие-то цифры, таб переходит вперед. То есть в данном случае табуляция позволяет переходить вперед по ячейкам. Рассмотрим теперь комбинации с клавишей Tab. Например, Shift-Tab. Что позволяет делать Shift-Tab? Если вы, удерживая Shift, будете нажимать Tab, то ваш курсор будет перескакивать обратно. Например, я нахожусь в поле ввода телефона в этой форме и, нажимая Shift-Tab, мой курсор будет перескакивать обратно. То есть, как это нужно делать? Нужно удерживать Shift и нажимать Tab. Shift-Tab, Shift-Tab. Вот так вот это происходит. Посмотрим, как вот в этой форме заполнения. Вот я, например, здесь нахожусь. Хочу вернуться на одно поле назад. Shift-Tab, 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 Shift-Tab. При быстром нажатии быстренько можно перескочить обратно. Давайте глянем ситуацию в Word. Я думаю, что стало понятно, что, скорее всего, также и будет происходить. Вот нажимаю Shift-Tab, но при этом, как видите, очень удобно выделяется сразу текст. Здесь в обычном тексте ничего не будет происходить, просто будет обычная табуляция нажиматься дальше, делая вот эти вот стрелочки вперед.
А в таблице будет именно происходить возврат на предыдущую ячейку. Вот видите, вот так происходит. Ну, нетрудно догадаться, что в Excel как-то так же будет происходить. Вот мы находимся в этой ячейке, я жму не Tab, а Shift-Tab и возвращаюсь назад. Shift-Tab, Shift. Удерживая Shift, нажимаю Tab. Возвращаюсь назад. Отлично. Ну что же, а если у нас какое-либо сочетание с клавишей Ctrl, то есть Ctrl-Tab, что будет происходить при этом? Насколько я знаю, оно используется, это сочетание, только в браузерах. Оно используется для перехода между открытыми закладками. Если вы будете удерживать Ctrl и нажимать Tab, то можно будет переходить между открытыми закладками, вот так вот их пролистывая. Но это удобно тем, кто не хочет отрываться от клавиатуры на мышку, а хочет просто перейти между закладками открытыми. Вот нужно активировать браузер, и мы нажимаем Ctrl и удерживаем его, и нажимаем Tab, и переходим между закладками. Кстати, в Word это тоже используется, тоже работает Ctrl-Tab. В обычном тексте ничего не меняется, а вот в таблице внутри, если вы не хотите переходить между ячейками, то нажимая Ctrl-Tab, вы будете делать табуляцию внутри ячеек. Внутри ячейки, да, если вы хотите тут что-то написать, подвинуть на определенный размер табуляции и выровнять внутри ячейки. Не представляю, кому это может быть нужно, но может быть кому-то и нужно. Вот Ctrl-Tab я нажимаю, печатаю, Ctrl-Tab печатаю, и при этом курсор не перескакивает в другую ячейку. Посмотрим в Excel, давайте. Ctrl-Tab. В Excel Ctrl-Tab вообще ничего не делает. Можно не смотреть. Перейдем дальше. Есть такая комбинация Alt-Tab. Я думаю, что большинство программистов и людей, близких к компьютеру, у которых большой опыт, знают, что Alt-Tab — это переключение между открытыми приложениями в Windows. То есть, удерживая Alt и нажимая Tab, можно увидеть открытые приложения. Сейчас в десятке вот так вот они красиво видны. Можно между ними переключаться и, отпустив Alt, сейчас я отпустил Tab, отпустив Alt, оказаться на том приложении, которое мы выбрали. Для быстрого переключения можно перейти обратно в Excel. То есть то приложение, которое вы последнее выбирали, между ними Alt-Tab, переключение между двумя приложениями. Это бывает полезно, когда, например, у вас подходит начальник, вы его спиной уже видите, а у вас открыто что-нибудь непотребное, например, вот какой-нибудь Tanuki, TripAdvisor, а вам нужно в Excel вернуться, вы нажимаете Alt-Tab быстренько и возвращаетесь в Excel. Ну а когда открыто много приложений, можно вот так вот открыть и поглядеть, куда нам надо перейти, потом отпускаем Alt. Еще раз Alt, табуляция. Итак, есть еще одно сочетание с клавишей Tab. Это кнопочка пуск или Win или Start. Такая кнопочка с флажками. Давайте посмотрим, что происходит в десятке, когда мы нажимаем кнопочку пуск и Tab. Вот я нажал пуск Tab и держу кнопку пуск. Открывается вот такое меню, в котором есть пункт «Создать рабочий стол», открытые приложения. Есть какое-то указание «Показать больше дней на временной шкале». Это значит временная шкала, где вы можете, пролистав вот так мышкой, я пока держу кнопку пуск, да? Если я отпущу, все пропадет. Можно будет вот так вот посмотреть какие-то старые файлы, которые мы открывали. Если я нажму Tab, то ничего не произойдет, все просто исчезло. Если я снова нажму пуск Tab, опять появится это меню. Здесь я, если создам рабочий стол новый, то я думаю, что можно будет между ними переключаться, увидеть рабочие столы и, например, убрать лишний рабочий стол, закрыть его ненужный, а дальше нажать в нужное мне приложение, либо вернуться к предыдущему какому-то файлу. Ну, например, вот к этому хочу вернуться. Вот нажал на него, и он будет открыт. То есть вот этот пуск Tab вот так вот работает. Можно возвращаться к предыдущим файлам и создавать новые рабочие столы. Пуск Tab. Вот так. Раньше в Windows 7 пуск Tab вызывал такое красивое трехмерное меню переключения между рабочими приложениями запущенными. Но сейчас, видимо, его убрали, оно стало никому не нужно. А вот это вот более полезное. Ну что ж, дорогие друзья, вот что я вам хотел рассказать про клавишу Tab. Помните, что эта клавиша есть, она очень полезная, очень хорошо помогает ускорить работу. Помните о том, что есть также еще и Shift-Tab, есть еще Alt-Tab для переключения приложений. Помните о том, что есть еще Ctrl-Tab для переключения закладок в браузере. Ну и еще есть Windows Tab, который непонятно зачем нужно, но тоже прикольно бывает использовать. Спасибо вам, что смотрели, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.